Март-7 – героиня с ледяным элементом, занимающая особое место среди 4-звездочных персонажей в игре. Она следует пути сохранения, стремясь защитить и сохранить окружающих. Несмотря на свою эксцентричность, Март-7 всегда готова помочь членам экипажа Звездного экспресса. Изначально Март-7 предстает перед нами как веселая и жизнерадостная личность, но за этой маской скрываются глубокие переживания и страхи. Она была обнаружена погруженной в ледяную глыбу, а по пробуждении оказалось, что все ее воспоминания о прошлом были стерты. Это стало движущей силой, побудившей Март-7 отправиться в увлекательное путешествие по Вселенной в поисках истины о своем происхождении. Преимущества Март-7 как персонажа имеют свои особенности, которые делают ее ценным активом в команде. Вот некоторые из преимуществ. 1. Подходит для новичков. Март-7 обладает простыми, но эффективными механиками, что делает ее доступной для игроков, только начинающих свое путешествие в игре. 2. Прочный щит. Одной из ключевых особенностей Март-7 является способность накладывать прочный щит на одного из союзников, который действует продолжительное время. Это позволяет защитить членов команды от получения урона и повысить их выживаемость. 3. Привлечение врагов. Специальная механика навыка Март-7 позволяет с определенной вероятностью заставить врагов атаковать союзника, находящегося под ее щитом, в первую очередь. Это не только помогает защитить остальную команду, но также может быть полезно при взаимодействии с другими персонажами, такими как Клара. 4. Нанесение урона из-за щита. Благодаря контрудару, Март-7 может наносить урон в ответ на атаку союзника под ее щитом, даже не являясь активной. Это добавляет гибкости и возможности для Март-7 во время сражений. 5. Замораживание врагов. Ультимейт Март-7 позволяет ей замораживать врагов, что делает ее более многофункциональной. Это позволяет ей не только защищать свою команду, но и ослаблять противников, создавая возможность для последующих атак. Однако у Март-7 есть и некоторые недостатки, которые стоит учитывать. 1. Ограничение на использование щита. Март-7 может применять свой щит только на одного союзника. В последующей игре, где требуется максимальная эффективность команды, это может стать проблемой, поскольку вынуждает включать в отряд дополнительных щитовиков или целителей, что может отразиться на общем уроне команды. 2. Уязвимость щита. Несмотря на мощность щита, враги могут игнорировать его или применять атаки по области, делая его менее эффективным. Это требует осторожности и тактического подхода при использовании щита Март-7. 3. Сопротивление к заморозке. Большое количество противников, включая боссов, обладают полным сопротивлением к заморозке. Это ограничение может уменьшить эффективность Март-7 в некоторых сражениях. Учитывая эти преимущества и недостатки, игроки могут использовать Марта-7 в своей команде с умом и стратегическим подходом, чтобы максимально использовать ее потенциал в битвах и достичь успеха. Световые конусы Март-7 предлагают различные бонусы и тактические возможности для ее игры в команде. Вот некоторые из лучших световых конусов, которые можно использовать с Март-7. 1. Момент победы. Этот конус увеличивает защиту и вероятность попадания эффектов, что повышает шанс заморозить врагов. Он также позволяет Март-7 выполнять роль танка, способного принимать на себя больше урона. В этом случае рекомендуется накладывать щит именно на нее. 2. Первый день моей новой жизни. Сигнатурное оружие Март-7, которое предоставляет защиту и пассивно бафает союзников, повышая их сопротивление к урону. Этот конус подходит, если вы хотите укрепить выживаемость всей команды. 3. Этот конус является альтернативой сигнатурному оружию и сосредоточен на повышении DPS Март-7. Хотя он не увеличивает сопротивление союзников к урону, он предоставляет немного больше защиты и бафает урон Март-7 после использования ее ультимейта. Если вы хотите наносить больше урона этим персонажам, можете отдать предпочтение этому конусу. 4. Тренд галактического рынка. Этот конус предоставляет хороший бонус к защите и позволяет поджигать противников в течение 2 ходов, нанося периодический урон. В сочетании с возможностью замораживания противников,
это может быть довольно эффективной комбинацией. 5. Мы дикий огонь. Это оружие не увеличивает защиту Март-7, но бафает союзников, понижая получаемый ими урон и восстанавливая их здоровье. Этот конус полезен, если вы хотите усилить способность команды выживать. 6. Янтарь. Хотя это 3-звездочный конус, он предлагает неплохое общее повышение защиты, которое не сильно уступает эпическим оружиям. Кроме того, если здоровье Март-7 опустится до половины, она получает дополнительный бонус, что делает этот конус привлекательным вариантом. Выбор светового конуса зависит от вашего игрового стиля, предпочтений и текущей ситуации. Эти конусы предоставляют различные преимущества и тактические возможности, которые помогут вам встречать вызовы и достигать успеха в игре Smart-7. Вот некоторые из лучших реликвий, которые рекомендуется использовать Smart-7. 1. Рыцарь Дворца Чистоты. Этот набор реликвий является лучшим выбором для Март-7, так как он предоставляет ей все необходимое. Он увеличивает защиту и прочность ее щита, что делает ее более выносливой и способной защищать союзников. 2. Страж Снежной Метели. Этот набор реликвий можно использовать в качестве альтернативы, однако он не является самым актуальным выбором для Март-7. Она не всегда выступает в роли танка, а чаще всего использует щит для защиты союзников. Если у вас не получается собрать полный набор Рыцаря Дворца Чистоты, вы можете рассмотреть вариант использования 2 частей этого набора. Выбор реликвий зависит от вашего игрового стиля и стратегии. Набор Рыцарь Дворца Чистоты является наиболее рекомендуемым выбором для Март-7, так как он обеспечивает ее необходимыми улучшениями, но в случае отсутствия полного набора можно рассмотреть альтернативные варианты. Вот некоторые из лучших планарных украшений, которые рекомендуется использовать Smart-7. 1. Белобок архитекторов. Этот набор является лучшим среди планарных украшений. Он предоставляет различные баффы и улучшения для Март-7. Однако, чтобы получить дополнительный бафф, необходимо обратить внимание на характеристику шанса попадания эффектов, которая должна быть не менее 50%. 2. Флот нестареющих. Этот набор может быть интересен благодаря своему второму бонусу, который дает прибавку к силе атаки всем союзникам. Он представляет собой хороший вариант для усиления команды. Однако, чтобы полностью воспользоваться этим набором, скорость Март-7 должна быть не ниже 120 единиц. Выбор планарных украшений зависит от вашего игрового стиля и предпочтений. Белобок архитекторов считается лучшим набором, но важно учесть требования для активации дополнительных баффов. Флот нестареющих может быть хорошим вариантом для усиления атаки всей команды, если скорость Март-7 соответствует необходимым значениям. Вот несколько вариантов команд, которые могут хорошо сработать с Март-7. 1. Даньхэн, физ-герой, Март-7, Наташа. Это полностью бесплатная команда, которая включает основных дамагеров, Даньхэна и физического героя. Март-7 накладывает щит на выбранного союзника, чтобы принять на себя удары врагов. Наташа, в свою очередь, может использовать свои навыки или ультимейт для исцеления команды. 2. Клара, Юйкун, Март-7, Лоча или Наташа – это команда, которая основывается на контрударах. Март-7 накладывает щит на Клару, чтобы привлечь на себя вражеские атаки. Таким образом, контратаки будут активированы не только у Клары, но и у Март-7. Юйкун повышает силу атаки и критические показатели союзников. Лоча или Наташа восстанавливают здоровье команды. 3. Химека, Пела, Аста, Март-7. Химека является мощным огненным дамагером, способным поражать несколько целей одновременно. Пела выполняет роль дебафера и ослабляет врагов. Аста повышает скорость, силу атаки и огненный урон Химека. Март-7 играет роль щитовика и дополнительного источника урона. 4. Яньцин, Цинцуэ, Тинь-Юнь или Серебряный Волк, Март-7. Яньцин обладает большим уроном по одной цели. Цинцуэ может помочь Яньцину нанести урон по области, ее можно заменить на сервал или хук. Тинь-Юнь повышает силу атаки своим навыком
и также увеличивает урон и восстановление энергии своим ультимейтом. Вместо Тинь-Юнь можно использовать Серебряного Волка, чтобы ослабить противника и, при необходимости, сделать его уязвимым к ледяной или квантовой стихии. Для повышения шанса получения ледяной уязвимости от навыка Серебряного Волка можно заменить Сенсуя на Герту или другого ледяного персонажа. Выбор команды зависит от вашего стиля игры и предпочтений. Это всего лишь некоторые примеры команд, которые могут хорошо работать с Mart 7. Вы можете экспериментировать и создавать свои собственные комбинации, исходя из возможностей и синергии персонажей. Вот общие рекомендации по игре за Mart 7. 1. Подготовка к бою. В начале битвы активируйте баффы и поддерживающие техники с помощью других саппортов в вашей команде. Это поможет усилить вашу команду и повысить эффективность Mart 7. 2. Использование техники «Замораживающая красота». При наличии противника со слабостью к льду используйте свою технику «Замораживающая красота». Она позволяет пробить уязвимость врага и с 100% шансом заморозить случайную цель. Если у врага есть другие слабости, начните бой с персонажа, соответствующего стихии врага. 3. Навык «Сила Мелоты». Когда наступает ход Mart 7, используйте свой навык «Сила Мелоты» на одного из союзников. Это не только наложит на него щит, но также повысит шанс быть атакованным противниками. Рассмотрите свою команду и решите, кто на данный момент больше всего нуждается в защите. 4. Управление очками умений. Обратите внимание на шкалу с очками умений Mart 7. Если остается 2 или меньше очков, используйте базовую атаку, чтобы восстановить 1 очко. Это позволит вам продолжать активировать свои навыки и поддерживать команду. 5. Активация сверхспособности. Как только набирается достаточно энергии для сверхспособности, активируйте ее сразу же. Вы можете сделать это в любой момент, даже если сейчас ход другого члена отряда или врага. Сверхспособность Mart 7 может иметь значительное влияние на исход битвы, особенно с ее способностью замораживать врагов. 6. Приоритет использования щита. Если все союзники имеют полный запас здоровья, рекомендуется наложить щит на наиболее живучего персонажа в команде, чтобы он мог принять удары на себя и поглотить урон. Однако, если в отряде нет целителей и у какого-то союзника мало здоровья, лучше использовать навык на нем, чтобы обеспечить ему выживаемость. Помните, что каждая ситуация может быть уникальной, и вам необходимо адаптироваться к требованиям боя. Продумывайте свои ходы, анализируйте ситуацию на поле боя и принимайте решения, которые наилучшим образом поддерживают вашу команду и обеспечивают ее выживаемость. На этом все. Большое спасибо за просмотр этого видео. Посмотрите другие видео на этом канале, подпишитесь, если еще этого не сделали. Поставьте лайк и поделитесь этим видео. До встречи в следующем видео.